Привет, это Яна. Вместе с мужем мы путешествуем по Южной Америке. Сейчас мы находимся в Бразилии, город Фоз-ду-Игуазу. Сегодня мы отправляемся в парк птиц. Мы приехали в парк птиц. Судя по звукам, приближаемся к попугаям. Мы приехали в парк к 8:30 к самому открытию, но здесь уже была большая очередь на кассу, очень много людей. Сейчас мы пытаемся держаться в сторонке ото всех, не всегда получается, но ладно. В парке много санитайзеров, территория убрана, кафешки, бары. Так, здесь гарпии. Вот она сидит. Если не видно гарпию отсюда, за ней можно наблюдать трансляцию. Здесь ее тоже не очень видно. Гарпия Ниньо. А кормить птичек платно, стоит 15 реалов. Сейчас поищем, где это. Многие дорожки в парке почему-то закрыты. Это интерактивная выставка, и здесь тоже есть раздельный сбор мусора. Это я думала, что бесплатные кокосы, а оказалось, это использованные кокосы. Да, выкидывают. Сюда приходят кормить попугаев, но я как вижу, у них прям полные кормушки. Сейчас вот Азиз покупает еду, все-таки решил покормить. Пока процесс кормежки выглядит так. Взяли деньги и дали пустую ложку. Сказали искать какого-то другого парка, который, видимо, даст корма. Okay. Oh. То есть я могу кормить только на кормушке, которую не едят. Кажется, им их корм более интересен. Ну, собственно, за 15 реалов дали подержать ложку с кормом. И кормить нужно над кормушкой. Нельзя трогать птиц и, в общем, нельзя пугать птиц. Можешь просто подержать ложку со кормом. Ну, в любом случае, Ой, блин, не пугаюсь я. мило. Нет, не я их пугала, это они что-то дрались. Сейчас. Они к тебе уже привыкли, а там, мне кажется, нет. Ну, собственно, за 20 минут они так и не съели ложку, нам пришлось высыпать. Вот так выглядит эта аттракция. Здесь кормежка, там кормежка, очень много туристов и птицы. После кормежки птиц заходишь в такое помещение. Здесь тоже интерактивная выставка про леса. Но самое главное, здесь есть кондиционеры, можно немножко остыть после жары.
Так, а здесь сейчас мы ищем туканов. Где-то в этих ветках они должны прятаться. Большой. Вот он. Туканы, туканы. Привет. А здесь можно набрать питьевую воду с собой в бутылочку. Тут есть вольеры со спасенными попугаями со всей Бразилии. Здесь их тоже выхаживают, кормят, но держат в отдельных вольерах. Никогда не покупайте попугаев на черном рынке. Так, мы приближаемся к вольеру с большими попугаями. И здесь нужно пройти. Не совсем попугай, но что-то здесь делает. Здравствуйте. И вот непосредственно сами попугаи. Гиацинтовый ара, такой красивый. Камень взял. Вольер с большими попугаями очень приятный. Здесь много птиц, они летают здесь прямо между посетителями, поэтому место классное. Хотя бы ради этого павильона стоит посетить этот парк птиц. Так, а теперь мы заходим смотреть бабочек. Можно по 2 человека. Остался последний павильон. Совы уже начинает припекать. Поэтому быстренько посмотрим и пойдем. Мы посмотрели весь парк за 1:45. В принципе, парк интересный, очень много птиц. Есть на что посмотреть. Мы приехали в самый большой торговый центр в Игуазу. Палладиум называется. Приехали, чтобы найти обед. Я заказала вот здесь аналог крошки картошки. Сейчас посмотрим, что приготовят. Такой огромный фудкорт с шикарным видом. И вот такую мне сделали картошку, 4 сыра.
Сейчас я хочу показать вам немножко дом, в котором мы снимаем комнату. Это такой большой гестхаус, у меня семейный отель. Шлите смотреть. Такой здесь много антуража, различных деталей в интерьере. Просто огромный высокий потолок. Картины. Это зона, где можно сидеть, расслабляться. Это название отеля, а Каза. Каза – это дом, с португальского переводится. Мощные кресла. На полках много книг. И вот я даже нашла здесь такую камеру. Смена. По-моему, это советская камера. Еще здесь есть кухня. Я сейчас поставила чайник, будем пить чай. Есть все необходимое для приготовления еды. Также из кухни есть выход на сервисную зону. Там в том домике стиральная машина, еще какая-то кухня, видимо, для персонала, может быть. Вот так. Есть даже кресло-качалка. И вот это вот запруда. Рассадник комаров. Меня уже все искусали, к сожалению. И дальше у нас впереди бассейн. Здесь летняя кухня. Тоже можно использовать. Бар. Здесь можно готовить гриль по желанию. Ну и самое лучшее место в доме — это бассейн. Уже тень, в принципе, практически полностью здесь. Скоро пойдем купаться. Сейчас, кроме нас, в этом доме никто не живет. Мы здесь единственные жильцы, постояльцы. Вот, так что весь дом в нашем распоряжении. Гуляем. Но все равно здесь есть минус, что очень жарко. Прохладно у нас только в комнатке, в которой мы живем. Там есть кондиционер, который просто практически не выключается, иначе невозможно. В среднем здесь температура 40 градусов днем. И даже вечером она не сильно остывает. Нужно вот только под утро начинается прохлада. Там есть несколько часов, когда можно что-то делать спокойно. А так прям духота. У нас солнце уже скрылось, и теперь мы пришли поплавать в бассейне, чтобы было не слишком жарко и чтобы не загорать. Доброе утро! Сегодня мы отправляемся непосредственно туда, зачем мы приехали в этот город, смотреть водопады Игуасу. Сейчас время 9:06, водопады открылись только в 9, и вот здесь уже такая очередь большая, стоим, ждем. После приобретения билетов мы пошли искать автобус. Наш автобус в 9:30, через 20 минут. Очень многолюдно. Собственно, все, ждали недолго, прошли быстро. Здесь по группам распределяют. У нас 8-я группа. Мы уже пошли садиться на автобусы. Вот такие автобусы веселые, разноцветные, двухэтажные. Надеюсь, нам получится сесть на второй этаж. Мы сели на втором этаже, как и хотели, правда, на солнечной стороне, сейчас очень жарко. Ждем отправления. Первая остановка автобуса, все пошли, где мы пошли. Нет, точнее, вторая остановка. Первая была для тех, кто хочет на лодке покататься. Мы спускаемся к смотровой площадке. Все пассажиры автобуса идут. Первая точка для просмотра водопадов. Похоже, из-за сухого сезона
Они не очень сейчас обширные, но все равно красиво. Ну, первая смотровая нас не сильно впечатлила, потому что действительно воды мало в водопадах. Посмотрим, что дальше мы сможем увидеть. Поищем Куати хотя бы. Куачи. Привет. Здесь уже вид получше. Та сторона это уже Аргентина, там виднеется флаг беленький. Вот, а мы на стороне Бразилии. Так, возле каждой смотровой точки люди останавливаются, фотографируются и потом идут дальше, все как везде. Вот мы и подошли к основным водопадам. Здесь воды намного больше. Сейчас пойдем смотреть со смотровой. Ну что же, мы дошли до водопада. Наконец-то. Ну, на самом деле красиво, конечно, впечатляет. Тут на входе была табличка, чтобы не кидали деньги, но, как видим, никто ее не читает. Деньги есть. Можно спуститься, собрать, отбить чуть-чуть билет. Немножко пошли брызги, и теперь стало не так жарко. Самый высокий водопад здесь 82 метра. Это как здание в 26 этажей. Я думаю, это как раз вот этот каскад. Лодка дьявола он называется, если не ошибаюсь. А это вот вертолетная экскурсия летает над водопадами. Я смотрела, стоит $200 на человека. Вот так они тут кружат. Ну, а у кого нет $200 на вертолет, все вот тут вот толпятся, фотографируются. Вот ничего, тоже не дадут. Просто посмотрите, какая здесь радуга, как красиво, какая мутная вода. Вау. А вот эта лодка с туристами, очень самым большим водопадом она не пройдет. Ну, в общем-то, мы немного потеряли, что не отправились на лодке. Собственно, мы тоже дождались своей очереди, сфотографировались, и теперь пытаемся протиснуться обратно через различных фотографирующихся людей. Пока обстряли. Это финальная смотровая площадка, и, похоже, здесь самый лучший вид. Водопад так близко. Мы зашли в сувенирный магазин, потому что отсюда повеяло кондиционером. Сейчас посмотрим, что здесь продают. Очень. Мы уже поднимаемся с водопадов. Здесь был выбор либо на лифте, либо пешком. На лифт стояла большая очередь, а пешком, соответственно, идут единицы. И здесь была самая пустая смотровая. Там вообще почти никого не было. Мы наконец-то нормально сфоткались. Пешком подниматься 450 метров, вот нам осталось еще 400. Вот здесь есть скамеечки, если что, можно передохнуть. Собственно, все, мы вышли из парка, сейчас уже идем в автобус. На все про все ушло у нас час с небольшим, час-полтора, наверное, час 40. Едем обратно. Здесь есть памятник, я, к сожалению, не поняла, кому. Но я читала в Википедии, что человек, который открыл эти водопады для современных европейцев, не впечатлился этим водопадом. Я думаю, он был примерно в то же время года, что и мы. Такая большая ящерица. Это река Игуасу, вид сверху. И, соответственно, там, вот где брызги, это и есть водопады. Кого я здесь нашла? Какая тут банда целая, маленькие куачи. Привет. Вы какие шустрые. Ой, это мамочка с детенышами.
Вот маленькие бандиты. Такие милые. О, сказали строго-настрого, несколько раз предупредили, чтобы не кормить платье. В принципе, у них здесь много корма. Правильно, нечего приучать. Вот и наш автобус, на котором мы поедем обратно. Закончилось наше пребывание в Фос-ду-Игуасу. Посмотрели самое главное здесь, это водопады. Также посмотрели милейших куачи. И, в принципе, все. Увидимся уже в следующем городе.